Однажды она решила стать первой. Однажды у нее получилось одновременно по всем фронтам. Гимнастка Маргарита Мамун взяла золото в многоборье на Олимпиаде в Рио, получила титул спортсменки года в социальных сетях и предложение, от которого не смогла отказаться. Хотя ничто не предвещало. Более того, тренер Маргариты Мамун Амина Зарипова едва ли не последней поверила во весь этот хэппи-энд. О том, как Маргарита стала мастером, и о той, которую называют «мама для Мамун». История Евгения Кузнецова и Любови Камыриной. Я хотел бы... Ты мой сладкий. Да. Эти кадры можно пересматривать бесконечно. Бал олимпийцев, декабрь 2016-го. И королевой бала становится Рита, невеста Саши. Пловец Александр Сухоруков готовился сделать это 4 года. Олимпийский цикл. Я счастлива. Что можно еще сказать? Я никак не ожидала, потому что мы были все время вместе. Но вот спланировал, сорганизовал, продумал еще до этого. Вот, так что я безумно счастлива. И что еще можно сказать? Золотое кольцо, золотая медаль, образцовый хэппи-энд. Точно в срок. Должен же быть в семье хоть один олимпийский чемпион. Но того, что в этой семье первым золотодобытчиком станет Рита, не ожидал вообще никто, даже ее тренер. Плечи сейчас. Рука прямая. Дура. Да ну тебя, Рит, в задницу, блин, честное слово. Ты как амеба, маленький ребенок, как будто только в зал пришла, смотрит, как булава и падает. Остается только догадываться, какой ассоциативный ряд использовала тренер Амина Зарипова, подбадривая свою подопечную при выключенной камере. Остается только удивляться, как этот ребенок сумел стать лучшей гимнасткой планеты буквально в одночасье. Очень важную роль, конечно, сыграл папа. Она шла именно с тем, что папа на нее смотрит. Немаловажную роль, конечно, вот именно показать папе, дать ему вот эту силу пожить еще чуть-чуть. У Риты умирал папа. Он болел раком очень сильно, и это была уже все последняя стадия. Папа Риты – морской инженер Абдулла Аль-Мамун, бенгалец родом из Бангладеш. Однажды в середине 90-х он приехал на учебу в Россию и встретил москвичку Анну, бывшую гимнастку. Их дочь Риту в олимпийской сборной прозвали «бенгальской тигрицей». Но ей еще предстояло доказать свою редкую породу. Я ей говорила, что ты делаешь все ради папы. Папа смотрит, он должен тебя увидеть. Ты даешь ему силы. Даешь ему моменты счастья, ты должна подарить ему это. Он увидел, как она выиграла Олимпиаду, он дождался ее, мы прилетели, он ее обнял, и на следующий день он умер. Где-то на недалеком Западе. Престижное подмосковное направление к западу от Кремля. Усадьба звезды шоу-бизнеса Алексея Кортнева и его жены, гимнастки-чемпионки Амины Зариповой. И нельзя сказать, что Рита Мамун приезжает сюда как к себе домой. Сюда она приезжает именно домой, в свою семью, к своему многодетному тренеру. Она проводила времени больше со мной, нежели со своими детьми. И она часто говорит, что я ее 4-й ребенок. Именно этот период взросления, этот пубертат, первая любовь, первое разочарование. И она проходит со мной, не со своими родителями. Поэтому я должна быть ей прям именно как вторая мама. Она никогда не отворачивалась от меня, когда мне было плохо или что-то не получалось. Потому что были такие бывают такие тренеры, и я видела много таких, конечно, примеров. Поэтому мне очень повезло. У них исключительные отношения. Так получилось. С первого вызова на гимнастический ковер, когда стало ясно, Рита исключительный ребенок, поздний и трудный, в спортивном смысле. На гимнастику я пришла в 7 лет, достаточно поздно. Потому что девочки моего возраста, когда я пришла в зал, уже многое умели, а я только пришла. Потому что мама думала, что нужно приходить на гимнастику, когда я пошла в школу. Хотя многие с 3 лет уже занимаются. Подмосковный Новогорск – центр подготовки небесных созданий, гутоперчивых девочек из чистого золота.
Здесь выживают те, кто гнется, но не ломается. И совершенно непонятно, как Рита Мамун выдержала 7 лет этой мясорубки, если в ее случае ничто не предвещало блестящего будущего. Ритка, она очень и очень, в общем-то, добрая. И она никогда не злилась. Она не могла разозлиться на себя, это, может быть, доказать самой себе, что она может. Она в этом плане совершенно диаметрально другой человек, нежели я. Если я хотела плакать, то я плакала. Если я хотела ругаться, то я ругалась. Я как раз не держала в себе. Делай, делай, делай. Шаг на групповое. Молодец, молодец. Чемпионской злости у тренера хватало на двоих, накопилось. В 1996 году многократная чемпионка мира Амина Зарипова открывала Олимпиаду в Атланте, выступала первой, и это был ее последний олимпийский шанс. Я на своей Олимпиаде не уронила ничего. Но я заняла 4-е место. Проиграла там, по-моему, 25 тысячных, и это был кошмар просто. Я помню, как я ехала в автобусе и прям реально думала о самоубийстве. Думаю, вот какой-нибудь поезд или машина. Ну вот как, вот все, ты же понимаешь, что тебе 20 лет, и ты уже, 100% ты не будешь выступать на своей 2-й Олимпиаде, потому что, зачем? Взрослая девица. Кому это надо? Стой, 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 не надо это делать. Это никому не надо, ты делаешь неправильно. А больше всего мне нравится, как ты концовку делаешь. Глазеешь вот так на булаву, детский сад, и поймать не можешь. Так, ложка мимо рта у тебя падает. Я щипала Риту, я била ее по тыльной стороне, по рукам, чтобы она чувствовала предмет. Все время вот был какой-то срыв или сбой, вот эта потеря, происходили потери. И у меня очень тогда сильно опустились руки, и я не понимала вообще, с какой стороны подойти к Рите. Я поняла, что мне нужно найти какого-то специалиста, который мне поможет вот глубоко психологически помочь Рите и мне. Вот как раз психолог помогла не опустить руки и начать работать по-другому. В моем случае всего лишь что нужно было вообще никогда себя не жалеть. Она брала салфетку, отворачивалась от нас и протирала слезы от того, как она устала. Когда врачи мне уже рассказали, когда у нее брали кровь, она была черная. Черная от нагрузки. Не красная там и не бордовая, она была черная от того, что вот 7 часов она подряд пахала. Пока гимнастка Мамун пахала до черноты, в соседнем зале легким движением ноги добивалась невиданных результатов 17-летняя Яна Кудрявцева, на 2 года младше Риты. Самая юная в истории художественной гимнастики, абсолютная чемпионка мира. Всегда на 2 фуэте впереди всех. Конечно же, свое имя мы завоевываем на протяжении каждых этапов, каждых стартов на протяжении нескольких лет. И поэтому, когда я на протяжении 3-4 лет выигрывала у меня, все ожидали от нее победы и на Олимпийских играх. За год до Олимпиады в Бразилии Яна Кудрявцева сломала ногу. Полностью восстановиться она так и не смогла. И вот тогда Рите стало совсем страшно. Потому что 2-е место уже не вариант. Болельщики атаковали и тренера, и гимнастку. Сотни писем и фотографий в ожидании олимпийского чуда. Они не просили, они требовали. И вот однажды, за месяц до открытия игр, Рита Мамун заболела. Это случилось на сборах неподалеку от Рио-де-Жанейро. Мы так и не поняли до сих пор, что это было отравление или акклиматизация. Так никто не понял, не мог сказать нам. Но температура у меня была 39, я плохо себя чувствовала, меня тошнило. Это было около 3 дней. У нее со всех мест, извините, выливалось. А ничего нельзя сделать, нельзя ничего, потому что любой укол, любая капельница, это грозило штрафами. Это нельзя во время Олимпиады, это недопустимо. А я прихожу в зал, и у меня нет сил, нет никакой выносливости, меня шатает из стороны в сторону, и, можно сказать, нужно было начинать все заново, опять набираться сил, как будто бы в начале сезона. И она лежит на ковре, я говорю: Рит, послушай, я говорю, вот я хочу, чтобы ты проснулась, когда будет 21 число, и ты будешь знать, что ты все сделала. Я говорю, потому что я свой день на Олимпиаде в Атланте вспоминаю как самый страшный день. А я хочу, чтобы ты свой день, 20 августа, вспоминала как свой самый счастливый день. Она так на меня посмотрела,
Повернулась, вытерла слезы, встала и пошла делать. Я сейчас говорю, у меня прям воспоминания, прям мурашки по коже. И вот глаза вот так с ней закинули, думаем, боже, чего мы точно не ожидали, так это быть на Олимпиаде первыми. Я не поняла, что произошло тогда. Я повернулась на Мамин Васил на меня с такими глазами. Рита, что, мы первые? Я говорю, как? Она говорит, мы первые, опять вот таким просто со слезами счастья. Ой, привет! Здрасте. Знала быть богатой. Здрасте. Хорошо? Да. Я ей говорила, Ритуль, сними шляпу. Сними не шляпу, а сними корону. Она говорит, я не зазвездилась. Я говорю, вот чуть-чуть сейчас было. А сейчас пускай у нее будет эта корона на голове, она ее заслужила, пускай она в ней походит. Через полгода после золота и через месяц после бала олимпийцев, на котором пловец Саша сделал гимнастке Рите предложение. Позади торжественные приемы, фотосессии, съемки для глянца. Невеста устала, невеста сбежала сюда, где привычная мясорубка, где она провела половину жизни и где все понятно. Гнись, злись и не ломайся.